Добрый день, дорогие друзья, гости канала, мои любимые зрители, подписчики. Ну что, мы снова на Урде. Да, Ташкент, осенний Ташкент. И сегодня наша рубрика «Ташкент. Дом вашего детства». И я бы хотел показать по просьбе наших зрителей Зиёдака, его супруги Ольги. Да, она попросила... Спасибо! Она попросила меня показать его родной дом детства, где он вырос. Да, это будет у нас С13. Это будет массив Лабзак. Мы сейчас до туда пройдем. И потихоньку, пока будем идти, я буду вам, как всегда, показывать, как поменялся Ташкент. Что изменилось. Да, Урда, это, как бы, может быть, сказать, наша постоянная улица, на которой мы часто... Ну, так получается, что зрители меня просят именно показать здесь, потому что они здесь жили, именно в этих районах. Свои родные дома, места. Вот, поэтому сегодня у нас не исключение. Поэтому мы сегодня опять прогуляемся с вами по Урде. Вот я вам покажу сейчас Анхор. Да. Знаменитый дом с башенкой. И мы потихоньку пройдемся до Лабзака. Да, пройдемся мимо спортивного магазина «Динамо». Будет маленькая историческая такая справочка про этот магазин. Я не знал, его, оказывается, вообще открыли в 1936 году. Так что скоро, дай бог, через каких-то 12 лет этому магазину будет уже 100 лет, представляете? Да, мы с вами на остановке Урда. Знаменитый магазин. Да, сейчас вот так вот выглядит остановочка. Не знаю, почему вот такое решение. Как бы от дождя вообще не спасающее. Вот остановка. А это у нас просто, получается, лавочки такие металлические. Ну что, Министерство здравоохранения переехало в новое здание. Да. Если я не ошибаюсь, Министерство водного хозяйства советского времени, да, было? Земельного и водного хозяйства. Вот сейчас здесь Минздрав. Да, погода у нас сегодня прохладная, можно сказать. Где-то от 5 до 10 градусов в Ташкенте. Утром было вообще 2. Ну, такая пасмурная, но солнышко все-таки пробивается. Да, и у нас чудесное утро. Сейчас примерно 10 часов утра, чтобы прогуляться с вами по нашему любимому городу. Буду вам показывать, какая осень сейчас в Ташкенте. Смотрите, и солнышко вышло. Да, пока мы будем идти, мы, как всегда, послушаем просьбу от наших зрителей, чтобы они хотели увидеть в своем ролике адресном. Давайте послушаем. Добрый вечер. Меня зовут Ольга. Смотрю на вашем канале обзоры. Можно вас попросить снять видео для моего мужа? Он уехал с Ташкента в 2002 году. Последний раз был там в 2006. Если можно снять квартал С13, дом 21, Лабзак, школа 19, авиационное училище. Я его жена и хочу сделать сюрприз с помощью вашего видео любимому мужу Зиёду. Спасибо большое. Да. Ну вот смотрите. Есть одна старая фотография. Сейчас я вам ее покажу. Которая была сделана примерно вот здесь. Да, где проезжает то ли троллейбус, то ли трамвай. Скорее всего, троллейбус, да, старинный. Есть черно-белая фотография. Вот сейчас она будет.
Да, которая была снята, ну, наверное, в 60-х годах прошлого столетия. Вот на этом месте. Да, оптика. Знаменитый магазин. Тоже долгое время здесь находится. Ну, а мы поднимаемся в сторону магазина «Динамо». А дальше выйдем на парк «Локомотив», на месте которого был построен раньше 84-й авиационный завод. Магазин «Динамо» в Ташкенте – это историческое место, особенно популярное в советское время. Он был основан в 1930-х годах и стал первым специализированным спортивным магазином в Узбекистане. Расположенный в центре Ташкента «Динамо» продавал широкий ассортимент спортивного инвентаря, формы и экипировки. Это место считалось культовым среди любителей спорта, так как здесь можно было найти товары, недоступные в других магазинах. Название магазина связано с одноименным спортивным обществом «Динамо», которое активно развивалось в СССР и поддерживало спортивные учреждения, в том числе магазины. «Динамо» в Ташкенте долгое время оставалось одним из немногих мест, где можно было приобрести качественное спортивное снаряжение для разных видов спорта. После распада Советского Союза магазин продолжает работать, хотя и постепенно изменяет свой ассортимент, чтобы соответствовать новым рыночным условиям. Сегодня «Динамо» сохраняет свое название и дух, оставаясь знаковым местом для горожан, особенно тех, кто помнит его историю и роль в развитии спортивной культуры Ташкента. Да, мы подойдем к парку, пройдемся мимо. Также пройдемся по авиационному переулку. Он раньше так назывался. Сейчас я, честно говоря, не знаю, как называется, но мы когда подойдем, я узнаю. Да. Это который переулок напротив кафе «Полет». Помните, такой был за заводом? Кафе «Полет». Да, и вот через дорогу получается вот этот авиационный переулок, который входит в квартал массив Лабзак. Или С-13 сейчас. Да, вот здесь у нас подают ковры. Роял Хали. Да, беда у нас все-таки с парковками, и приходится проходить между машинами, которые просто хаотично поставил. Смотрите, Кобальт, никого не уважая. Пешеходов в первую очередь. Просто ставят хаотично машины. Кто как хочет, так и ставит. Еще одно из знаковых мест на Лабзаке — это бывшая гостиница «Ленинград». Она находится вон там. Сейчас это Рамада Виндхэм. Да. Вот. Союз Печать. Газетки. Как-то я слышал новость, что многие газеты закрываются в связи с тем, что все-таки интернет и новостные все каналы почти пооткрывали телеграм-каналы, где свои новости публикуют, так же, как, например, и мы черпаем эти новости с телеграм-каналов. Вот такой же, как... И получается, что газеты просто невыгодно уже печатать, выпускать. Так. Вы сказали, что в 2002 году уже уехали из Ташкента. Последний раз были в 2006. Кажется, вот этого моста, да, вроде бы не было еще тогда, да? Под которым мы идем. Да, вот гостиница бывшая «Ленинград». Вроде потом она была «Туркестон», а сейчас Рамада Виндхэм.
Да, еще поближе подойдем мы. Ну вот на этом месте в свое время был знаменитый 84-й авиационный завод «Территория А». Сейчас здесь парк. Да, и у нас сохранилось, я в сети нашел фотографию проходной на территорию А. Я долго-долго искал и все-таки нашел. И думаю, вам будет тоже интересно вспомнить, как она выглядела. Очень громадная территория была. Даже мне как-то посчастливилось в далеком 94-м, 95-м, кажется, да, поработать некоторое время здесь. Да, я был здесь в медсанчасти фельдшером. Да, и выходил на дежурство. Ну, а так сейчас выглядит гостиница бывшая «Ленинград». Тоже покажу фотографию, снятая где-то 78-го года. Вот сейчас она появится. Да. Ну вот получается остановка где-то здесь у нас, да? Да, остановка здесь. А вот тут, буквально, наверное, вот здесь прямо, да? Тоже я сейчас поставлю фотографию, где был примерно вход на территорию А. Да, проходная, несколько дверей, помните? Заводчане бывшие, наверное, должны помнить. Вот тут. Да, по лестницам через проходную мы попадали на территорию авиационного завода. Ну, сейчас это парк Навруз. Ну и, собственно, 31-й дом, 9-этажка напротив, торцом стоит. Это уже С-13. Рядом с гостиницей «Ленинград» бывшей. Да, Зиадакя просил меня просто обойти и зайти с авиационной улицы, да? Я думал, что я могу вот так вот пройти через квартал. Ну, мы, наверное, на обратном пути так пойдем. Ну что, сейчас здесь парк, где родители с детишками. Сейчас каникулы, могут приходить. Ну и провести очень замечательное время. Парк очень хороший. Мы проверяли. Да, приводили сюда своих детей. Вот, так что, ташкентцы, не упускайте время. Отвлекайте своих детей от гаджетов и везите сюда. Ну, возможно, кто-то вспомнит, кто-то здесь тоже проживал, в этих 9-этажных домах, уехал, сейчас увидит свой дом. И вам тоже будет, надеюсь, интересно. Да, ближе, видите, напротив кафе «Полет». Сейчас мы до него тоже дойдем. Новостройки. Строится вовсю Ташкент. Обновляется. Из Зиадакя вы практически, можно сказать, сейчас не узнаете свой переулок, вот эту улицу. Авиационный переулок, да? Все меняется. Так. Мы проходим 29-й дом. Это был у нас 30-й, скорее всего, 29-й. Да.
по С-13 со стороны Анхора, бывшей территории А авиационного завода 84-го. Ну, вот такой шикарный вход сделали в парк. Да, это скорее всего не в парк, а это магазин, да, магазин, супермаркет. А въезд вот здесь для машин получается, на парковку. Да, мы отсюда заезжали. Ну и вот, скорее всего, проезд авиационный вот этот. Да, мы перейдем дорогу, но сначала мы дойдем до кафе «Полет». Интересно, сохранилось ли название этого кафе? Да, вот такая вот территория парка. Да. Нет, не сохранилось. Истеклол сейчас ресторан называется. Вот так он выглядит. Да. Ну, а нам нужно пройти через дорогу, что мы сейчас попытаемся сделать. Да, вот новостройки, смотрите, идет прямо по вашему переулку, можно сказать. Тут у нас с левой стороны тоже что-то построено. Так. Вот такой Лапзак Парк Сити, да, будет. Видите, паспорт. Парк Сити Лапзак. Да, магазин М13, то есть маркази 13, С13. Вот так сейчас выглядит ваш родной массив. Что-то здесь у нас огородили, сломали и, кажется, забыли. Ничего не делают. Ну и такие вот, блин, высокие дома на вашем массиве. Ну, для многих, наверное, интересно, что такое Лапзак в Ташкенте. Название района, который все ташкентцы знают как Лапзак, происходит от словосочетания лаби и зах, которое на таджикском языке переводится как сырая земля, лаби – берег, а зах – сырой, влажный, и встречается еще в старинных документах. Район Лапзак, который находится севернее старинного центра города, действительно имеет древнюю историю. В конце 18 века в Ташкенте установилось правление 4 хакимов, соперничающих друг с другом, и каждая из 4 частей города имела по 3 ворот. Воротами Лапзак, Тахтапуль и Карасарай, названными в честь прилегающих мест, владела Себзарская часть. В 19 веке Лапзак был еще не обжитой пригородной территорией. Но в конце 19-го, начале 20-х веков район стал активно застраиваться, но особенно он стал развиваться в годы Великой Отечественной войны, когда здесь расположился авиационный завод номер 84, эвакуированный из подмосковных Химок. Историческое название местности Лапзак закреплено в названии улицы, соединяющей местность и пересекающейся на Урде с улицы Наваи. Когда-то называлась полиграфической, потому что вела к типографии. Затем ее переименовали в честь советского руководителя Усмана Юсупова. После того, как Узбекистан стал независимым, ее назвали Шайхантаурской, а в 2014 году она получила нынешнее имя Лапзак. Так, училище, Ташкентское юридическое академический лицей, он здесь. Скорее всего, раньше это был авиационный техникум, да, о котором вы говорили. Сейчас это юридический академический лицей.
Ну что, друзья, странно, почему-то показывает карта, что 21 дом у нас получается вот за этими домами. А на самом деле нет. На самом деле нет. Нам нужно повернуть направо и выйти к 21 дому. Вот 20 у нас. Так, мы все ближе и ближе. Все-таки к вашему дому. Да, С13, 20 дом. Ну что, я так понимаю, мы в вашем дворе? Двор 20-го. И, скорее всего, вот эта четырехэтажка, это 21 дом. Такая площадка. Лесенка. Мы в вашем дворе. Вот так сейчас выглядит 21 дом и его двор. Если я не ошибаюсь, 22-я квартира на первом этаже. Да, вот ваш дом. Что поменялось? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну что, все-таки, Ольга, да, мы в вашем дворе. К сожалению, я попасть не смог, потому что там кодовый замок. И так получается, что мы сняли только фасад. Да, давайте обойдем дом вокруг. И я покажу, что там сейчас, хорошо? Да, мы проходим мимо 22-го дома.
Да, и попали на улицу Зульфия Ханум. Если направо мы поедем, это как раз таки вот перекресток Лабзак. Мы сейчас до него дойдем. Здесь у нас Гиждувон, национальная кухня. Ну а туда прямо мы выйдем на посольство Казахстана и на улицу Абая. Да. Ну что, пойдемте дальше. Прогуляемся вдоль улицы Зульфия Ханум в сторону Лабзака. И я покажу, как что тут. Да, проходим 24-й дом. И я также хотел показать одну из старинных, вот так, ну как не старинных, это, может быть, она сделана была в 80-х годах. Да, знаменитая фотография прямо на перекрестке Лабзака, когда еще ходили трамваи в Ташкенте, да. И мы сейчас дойдем до этого места, и я покажу эту фотографию. Ну что, мы на перекрестке Лабзака. Да. Старинные здания на месте. Что по правой, что по левой стороне. Что, идемте? Чуть-чуть выше поднимемся, и я покажу, как где была сделана фотография. Не узнать, да, это место? Ташкент строится. Да, в этой девятиэтажке с левой стороны был раньше офис МТС. Сейчас здесь тоже обнесено все забором и, скорее всего, что-то ремонтируют. А фотография была сделана, скорее всего, вот тут. Да, где поднимается трава, сейчас она появится, эта фотография. Вот где-то здесь. Ну что, идемте дальше, прогуляемся по массиву. И пройдем уже на ту сторону, на правую. И пройдемся вдоль домов там. И, наверное, возле гостиницы «Ленинград» мы закончим нашу сегодняшнюю прогулку. А мы перешли дорогу. И зайдем в квартал С13 со стороны девятиэтажных дворов. Да, дойдем до гостиницы «Рамада». Вот так выглядит сейчас двор. Тридцать второй дом, кажется, если я не ошибаюсь. 26-й напротив. Так, спускаемся по лестнице мимо 15-го дома. Идем вокруг садика, а возможно и школы 19-й.
у нас 13-й дом. Ну что, мы на территории школы, получается. Так, Зиодакя, вы просили снять со стороны стадиона, да? Давайте я поднимусь. Здесь ворота закрыты, но я постараюсь вам показать. Да, возможно, все поменялось. Да, футбольное поле как бы есть, но оно немножко, видите, в современном таком обличии. А дети играют. Вот такая площадка. Ну вот, 19-я школа. Идемте дальше. Нара громаднейшая. Так. Ну что, друзья, я напоминаю, что мы по просьбе наших зрителей Зиодака и Ольги, которые долгое время проживали в Ташкенте, здесь на Лабзаке, С13. Да. Сейчас 11-й дом, а нам нужен 21-й. Да, мы должны найти 21-й дом и его показать. Да, это родной дом, в котором они выросли. Зиодаке, я имею в виду, вы выросли. Да, это ваш родной дом. Сейчас мы до него постараемся дойти. Ну, а мы проходим мимо 19-й школы. Вот так сейчас она выглядит. Напишите в комментарии, что поменялось. Скорее всего, забор обновили, да? А колонное здание, оно так и сохранилось. Здесь у нас напротив новостройка тоже. Еще раз школа. Общий забор с садиком у школы. Да, выходим мы из дворов девятиэтажных 13-го, С13 на Лабзаке и попадаем снова на парк Навруз. Да, здесь когда-то раньше, в советское время, было очень сильное предприятие авиационное. И Ташкент очень славился этим предприятием, потому что выпускались практически различные модели самолетов, даже Ил-76. Ну а мы проходим мимо Гранд Осио, ресторан. Раньше этот ресторан принадлежал к
гостиницы «Ленинград». Да, пристройка была. Но сейчас это отдельно. Ну и сама гостиница «Ленинград» бывшая, да? Сейчас это Рамада Витхам. Ну что, друзья, надеюсь, мы сегодня продуктивно погуляли. Да, тетя Кя, Ольга, мы вам показали ваш родной двор, дом. Надеюсь, вам было приятно увидеть те места, в которых вы выросли. Ну, а также для всех, кто хочет увидеть свои родные места детства в Ташкенте, прожитые в Ташкенте, юности, детства, но нет возможности, смело оставляйте мне голосовое сообщение вот сюда, в Telegram. Я постараюсь для вас показать ваш родной Ташкент. Ну а так, всем всего доброго. С вами были Рустам и Камила. Пока-пока. До новых встреч.